пишу философский трактат про бессмертие души. Ты чувствуешь, что все как бы какой-то пришел полный кошмар, потом оказывается, что это еще не полный, потому что на завтра пришел еще более полный, и он называет это влечением к смерти. И это не то, что нам хочется с собой покончить немедленно или там упасть с какой-то скалы, а это желание, которого мы сами не осознаем, в котором мы не можем себе признаться. Они платят дань большому государству, частью которого являются природными ресурсами и ресурсами человеческими, чтобы оставаться к его частью. Просто страшно, и ты поэтому молчишь. Мы всегда думаем, что это знак надвигающейся катастрофы. И говорим, ну все, теперь точно, вот через 2 месяца придет беда настоящая. А на самом деле все уже началось. Мы в Выборге. Это твоя идея. Тебе этот город нравится. Город древний. За свою древнюю историю он успел впитать уже в себя очень много разных культур. Шведской, финской, немецкой, российской, советской. И сохранились элементы всех этих культур. И он пограничный. И вот в нем вот эта пограничность, она чувствуется на всех уровнях. Она и такая вот экзистенциальная. То есть ты где-то в серой зоне такой находишься. И вроде бы на суше, а вроде бы уже где-то и на море. Болото какое-то такое. И раньше здесь город так и жил. Здесь постоянно звучала шведская, финская речь. Когда пандемия началась, закрыли впервые границы, и перестал ходить поезд Аллегро, который очень быстрый, который шел всего 3 часа между Санкт-Петербургом и Хельсинки. И прекратилось это все. Город впал в депрессию невероятную. Люди потеряли работу. Многие из них как-то вот приуныли очень сильно. И потом вот с последними событиями снова, вроде бы он приоткрылся уже было в начале этого года, а потом снова его закрыли. Вся эта пограничная жизнь как-то затихла. Когда ты философ и ты проживаешь время свое в эпоху турбулентности, накладывает ли это отпечаток на то, что ты изучаешь, на твою собственную философию? Ты можешь ее приложить в практическом смысле к тому, что происходит вокруг тебя? О, да, да. У меня есть какая-то вот сверхзадача, над которой я работаю уже несколько лет. И она очень слабо связана с тем, что сейчас происходит. С войной в смысле? Да, я пишу философский трактат. И вот я хочу, чтобы он был вот такой вот фундаментальный Про философский трактат. Про бессмертие души. Про бессмертие души? Да. Я хочу, чтобы он был вот трактат. Но началась война, и я постоянно отвлекаюсь. То есть нужно же реагировать, но не то, чтобы это какое-то принуждение реагировать. Ну а как ты не будешь реагировать на то, что происходит? Ну отчасти и потому что внутренняя такая потребность. То есть ты чувствуешь, что все как бы какой-то пришел полный кошмар, потом оказывается, что это еще не полный, потому что на завтра пришел еще более полный, и приходится об этом думать. И вот постоянно вот эти вот качели, эту актуальность, ее встречаешь как какой-то напор, да, какую-то лавину. Потом ты ее сдерживаешь своими усилиями, как-то отбрасываешь, что-то пишешь, что-то формулируешь, обсуждаешь все это, где-то рассказываешь об этом, что ты делаешь еще. Потом только-только садишься за свой трактат, думаешь, так, сейчас наконец-то я все вот это вот возвращаю. Открываешь томик Плутарха, берешь чашечку кофе, кота, что-нибудь такое, и тут бац, и какая-нибудь новая новость приходит. Мобилизация. Все опять возбуждаются, и ты тоже возбуждаешься, не можешь ничего не делать. Ну или кого-нибудь там арестовали, обыскали. Тоже как-то надо реагировать, что-то предпринимать. И я чувствую, что эта книга, она пишется, но ее контент тоже меняется, и она такая вот какая-то немножко рваная такая,
получается какая-то немножко панковская, она вроде бы о бессмертии души, но вроде бы и это какая-то такая через ужас, через боль пишущаяся книга, до которой мне издатель замечательно уже дважды разрешил продлить немножечко дедлайн, потому что я никак не могу это все закончить. То есть там возлюби Господа своего. Они просто здесь спрятались, видите, под мостом нарисовали. Нет войны. Да. Вот Чтобы- Выборг. Выборг Да, Выборг молодец. ведет тихое сопротивление. Вообще городское пространство, оно полно всяких символов. И эти символы можно перепрочитывать по-своему. Каждый такой знак очень важен. Город обретает слово. Когда ты пишешь какую-то надпись, ты как будто даешь городу высказаться. Понятно же, что город против войны, да? Вот. Ну что, откуда это понятно? Если ты любишь свой город, ты его понимаешь, ты умеешь читать то, что там не написано даже. Почему не написано? Оно просто ждет, чтобы эта надпись ждет, чтобы ее написали где-то. Этот асфальт к тебе взывает. Нужно любить свой город, его чувствовать, чтобы уметь его переозначивать вот так вот, чтобы его политизировать. Потому что иначе город тускнет, наполняется какими-то символами, которые ему чужды. И эти символы этот город душит, превращает его в какую-то тюрьму народов. Вот, скажем, изображение Берлина времен Гитлера. Они же такие грустные совсем, унылые какие-то. Вот эти архитектурные сооружения, которые были там наспех построены. И тем не менее, при этом были постоянные вот какие-то попытки переозначивания города. И постоянно люди наносили какие-то надписи. Это было вообще очень опасно. Гестапо кругом ходила, ловила людей. Английский педагог Джозеф Ланкастер считал, чтобы управлять целой школой, достаточно одного учителя, а чтобы научить несколько сотен детей писать, достаточно одной единственной книги. В начале XIX века Ланкастер изобрел систему обучения для детей из рабочих семей, которую позже назвали его именем. Работала система так. Учитель объяснял урок лишь нескольким старшим ученикам, а те, в свою очередь, передавали полученные знания младшим, заставляя их, например, чертить палочкой на песке одну и ту же букву. Без криков и телесных наказаний, увы, не обходилось. Избранным старосты даже выдавали специальную палку, чтобы пугать непослушных подопечных. Но для многих подростков из бедных семей эти уроки были, во-первых, способом заработать, хоть и платили сущие гроши, а во-вторых, настоящим социальным лифтом, ведь имея опыт школьного старосты за плечами, можно было получить высшее образование и стать настоящим учителем. Сегодня образование и школьное, и высшее сильно изменилось и стало куда более доступным. Но многие студенты по-прежнему подрабатывают, помогая другим подтянуть или наверстать школьную программу. Найти репетитора по любому предмету в пределах любого бюджета и с любым опытом работы можно на Профи. Профи – это сервис поиска специалистов в самых разных областях, от мастеров ремонта и маникюра до фитнес-тренеров и юристов. По собственному опыту знаю, что искать репетитора на Профи очень удобно, ведь заниматься можно дистанционно. Очень многие специалисты сейчас проводят занятия онлайн. Всего на Профи зарегистрировано 600 тысяч преподавателей, работающих по всей России и помогающих с тысячей разных дисциплин, от математики и биологии до хинди и информатики. Моему среднему сыну совсем недавно на Профи мы нашли преподавателя китайского. Выбрать нужного преподавателя очень легко. При создании заказа в приложении Профи вы заполняете подробную анкету, где указываете, для кого нужен преподаватель, для взрослых они тоже есть, какова цель занятий, просто подтянуть предмет или подготовиться к ЕГЭ или Олимпиаде, по каким дням и в какое время удобно заниматься, ну и, наконец, комфортный бюджет. А дальше дожидаетесь отклика специалистов, изучаете их отзывы и рейтинги и выбираете подходящего для вас.
На профи можно найти и студентов, помогающих с уроками, и преподавателей топовых вузов, готовящих к поступлению. От опыта преподавателя, разумеется, зависит и цена урока, но вы всегда можете сами указать, какую максимальную сумму готовы заплатить. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение профи и находим своего репетитора. Оксана, мы с тобой в России, в 50 километрах от Выборга, в твоей маленькой избушке в лесу, ты пишешь трактат о бессмертии души. Я все правильно перечислила? Да. Это все так звучит старомодно и как будто бы не актуально, но ты один из самых модных молодых философов нашей страны. Вот я вообще считаю, что каждая модная девчонка должна написать свой трактат. О бессмертии философский. души? Не обязательно. Это может быть трактат про Гегеля. Она может быть любого пола, эта модная девчонка тоже, понятно. И она может включиться в диалог с философской традицией прошлого. Но, совершив для себя это упражнение, она, конечно, не пожалеет никогда об этом. И, вот по опыту смотрю, действительно, когда приходят такие модные девчонки и начинают заниматься философией, как правило, все выстреливает, получается хорошо и здорово. Я все понимаю про важность философии как абстрактной науки, но все время хочется ее как-нибудь приложить как подорожник к тому, что болит. А если ты, предположим, отоларинголог, то когда у тебя у самого болит горло, нос или ухо, то ты говоришь, так это же просто отит, или это же просто там гайморит. А когда ты философ, и ты видишь, как болеет твоя страна, или как болеет шире весь мир, то ты тоже, скорее всего, знаешь какие-то диагнозы. Ты можешь определить, что сейчас с нами происходит? Почему вдруг в 21 веке способ решения географических проблем оказался военным? Я думаю над этим. Вот как раз в данный момент. Но я не люблю диагнозы. Есть симптомы. И вот симптомы сами по себе лечить бесполезно. Нужно лечить причину. Какие симптомы? Как ты сказала, способ решения географических проблем военным путем, геополитический, как это сейчас называется, это симптом. Причина, она в том числе историческая, конечно, но не только. Она еще и наших таких вот сеттингс, таких метафизических, заводские установки у нас какие-то есть. Мысли нашего сознания, нашего желания, аффектов, которые в какой-то момент срабатывают так, что общество может раз и резко повернуться вправо. То есть совсем резко надо так завалиться просто вправо. И вот их где-то нужно искать либо в направлении империализма, империи, в направлении того, что деколониальные мыслители исследуют сейчас, колониальная наша история. Это, собственно, все это связано. И вообще направлении того, как устроены структуры собственности, власти, распределения в обществе. Потому что ведь наш случай не уникальный. Были другие исторические прецеденты, когда в 20 веке, например, тоже все удивлялись, как такое возможно. Вот Фрейд, например. Альберт Эйнштейн написал ему письмо. Говорит, как такое возможно? Скажите, пожалуйста. Это в 1939 году у них переписка. 32-й даже какой-то, по-моему. Как такое возможно, что люди пришли к такой чудовищной войне в 20 веке, когда уже физика так далеко продвинулась, прогресс научный и техника, демократические какие-то ценности, все что угодно, и вдруг начинается какое-то просто полное варварство. И Фрейд ему отвечает, что вот есть какие-то инварианты, есть что-то неизменное такое у человека вот в душе, в психике, вернее. Так Фрейд называет это психика. И он называет это влечением к смерти. И это не то, что нам хочется с собой покончить немедленно или там упасть с какой-то скалы, а это желание, которого мы сами не осознаем, в котором мы не можем себе признаться. Просто мы его не понимаем. Мы думаем, что мы хотим чего-то другого. Вот мы думаем,
что мы хотим мира во всем мире, как персонаж Тарковского говорит в «Сталкере». Мы думаем, что мы хотим мира во всем мире или всеобщего вегетарианства какого-то, а на самом деле мы хотим кровавый кусок мяса. Да? Просто наше сознание это цензурирует, этот контент, и получается на выходе нечто противоположное. То есть само сознание, сама вот эта структура, что показывает Фрейд нам, устроена как такое патриархальное государство, нормальное, такое полицейское. Есть какая-то верхушка у него, такая, которая называется «я». Есть сверх-я, есть сознание и есть бессознательное. То, чего мы не понимаем, какой-то контент, который вечно такой вот какой-то мутный. Мутный, темный, бредовый, бредоватый, связанный с непосредственными желаниями, которые у нас довольно агрессивные. На выходе, благодаря этой цензуре, получаются разные вещи. Как демократические институты, так и репрессивные. Как война, так и мир, собственно, тоже это результат нашей какой-то вот такой вот деятельности. И интеллектуальной, и психической, и нашей совместной духовной деятельности. Получается так. Вот от этого он говорил в неизбежности войны, что постоянно вот когда происходит так, что возобладает это влечение к смерти, которое оказывается недостаточно компенсировано культурными механизмами. Поэтому Фрейд топил за культуру. На самом деле, да, чем развитие культурной институции, тем меньше вероятность, что со страной произойдет вот такой вот поворот резкий. Мы говорим о базовом культура, культурном да, каком-то слое в стране. ходят. То есть все, может, и не ходят в театр, но все уж точно учились в школе. А школьная программа по литературе, если хотя бы просто эту школьную программу по литературе освоить, то ты будешь знать там простые какие-то вещи, что людей убивать нельзя. Но на выходе мы видим совершенно другие истории, когда люди расчеловечиваются значительно быстрее, чем заканчивают 8 классов. Да, тут ты права. Чтение литературы не иммунизирует человека от того, что с ним произойдет, какая-то фашизация. Мне очень нравится такое слово, вот говорят «опустился», человек опустился, да, но обычно говорят это о человеке, который утратил социальные какие-то координаты, и он потерял дом, стал бомжом, живет на улице, и он не может себя, как человеческое существо, себя постоянно репрезентировать. Но это материально. Человек при этом может оставаться достойным. И вот это внутреннее свое достоинство проносить через все трудности жизненные свои, через нищету, там, какое-то отчаяние. А можно опуститься вот в духовном смысле. И вот это вот происходит очень быстро и незаметно. Раз, и ты уже там, и ты уже топишь за насилие, и сам не замечаешь, и думаешь, что ты на какой-то правильной стороне. Или просто везешь домой стиральную машинку чужую. Ну да. Ну тут с машинкой ты, может быть, даже и не задумывался, да, вот ты и не читал, допустим, книг. Поэтому ты там оказался, что ты там, откуда ты везешь машинку. А вот если ты и книжки при этом прочитал, и профессор, вот духовно опустившийся профессор, это, конечно, вообще такой зашквар. А тут тебе никакой Фрейд не поможет, никакая сублимация. Хотя, конечно, есть и теории, что наоборот, слишком много сублимации, слишком много культуры, и от этого происходит фашизация общества как-то, или сознания, как компенсация вот этого гиперсдерживания своих каких-то естественных порывов таких. Тут и так можно это все объяснять, почему это все происходит. Но я скорее фрейдист такой. Я думаю, что постоянно вот происходит возвращение навязчивое того же самого сценария. У нас вот есть древний мозг. Вот этот древний мозг, он воспроизводит какие-то такие автоматизмы, можно сказать. Но в этом нет само по себе ничего плохого. Это здорово, что мы так. И благодаря этому мы живые, желающие существа. А дальше уже дело организации каких-то общественных институтов. И государства, и образования. Можно было бы настроить на какие-то более мирные рельсы, как, собственно, и делают некоторые страны, но почему-то на глобальном уровне не работает. То есть получается так, что чем благополучнее одни страны, тем с большей неизбежностью приходит какой-то такой мрак в другие страны, которые вот неблагополучные, да? Или какие-то страны
устроенный по более автократическому образцу. Ну и тут уже нужно смотреть, опять же, глубже. В чем дело? Где эти страны находятся? Что там происходит? Чем они вообще живут? Они живут, допустим, ресурсами своими. Вот с чего начинается у нас Родина? У нас Родина начинается с недр. Недры – то, что в земле находится. В земле или в породе в горной. В зависимости от того, какая именно территория, в какой период истории она была колонизированная территория. Вот, скажем, Якутия. Якутия тоже же вроде как бы российская, да, земля. И исторически Якутия была присоединена к Российской Федерации, как часто бывают присоединены одни территории к другим. Вот. Почему она была присоединена? Потому что тогда вообще было модно присоединять разные территории. Время было такое трудное. Если у вас очень маленькая территория, вас обязательно кто-нибудь придет, да, присоединит. А если не одни, то другие. Якутию присоединила наша страна. И за то, что Якутия теперь была в безопасности, она должна была платить дань. И она честно ее исправно платила. И вот эти регионы, территории, они до сих пор, в общем-то, в каком-то смысле честно платят свою дань. Своими недрами, природными ресурсами и ресурсами человеческими. Они платят дань большому государству, частью которого являются, чтобы оставаться его частью. В общем, вот такая логика. Но начинается-то она с отношения человека к земле своей. Вот. Какое это отношение? Вот ресурсное, оно несимметричное немножко, как бы сказать, неравное отношение. В марксистских терминах это отношение не совсем справедливо по отношению к природе, потому что мы же вот из нее достаем, а обратно мы туда ничего не кладем. Ну или заливаем какой-то туда раствор, но он, в общем, неадекватен тому компоненту, который раньше из него изъяли, и этот компонент уже идет на продажу. И этим живет государство. Это называется ресурсная экономика. Постепенно, поскольку этот ресурс потенциально неисчерпаем, да, или он очень дорого стоит, вот, например, бриллианты, они, конечно, исчерпаемы, но еще и они прям совсем дорого стоят. Поэтому их можно продавать сколько угодно. Так вот, а они ведь бриллианты, у них же собственная своя, как вот сейчас говорят философы, агентность. Вот смотри, мужчины приходят и уходят. Один, другой, третий, 10, 15. А бриллиант с тобой останется навсегда. Более того, он переживет тебя, перейдет к дочке, к внучке и к правнучке. И будут говорить, вот смотри, вот этот бриллиант тебе от прапрабабушки Оксаны достался. Он был куплен в Петербурге, привезен из Якутии в 2022 году. И имя ему Кровавый. Да? Вот, что-нибудь такое. Короче, тому, кто изымает эти ресурсы из земли, они достаются совершенно бесплатно. Они их не покупают. То есть то, что ты первый объект твоей продажи, который позволяет тебе дальше жить благополучно, ты как бы захватываешь и просто так берешь. Дальше уже у тебя капитал растет какой-то. А дальше уже можно не развиваться в стране. Уже можно, например, забросить там образование, культуру, все эти институции. Где у нас какие были какие-нибудь инвестиции в культуру, какие-то большие там... Это у нас сейчас в культуру много нужно вкладывать, потому что нужно производить особого рода контент однозначный. А вот когда культура такая открытая и производит много разного неоднозначного контента, тогда она становится такой небезопасной какой-то такой, какой-то вязкой такой, да, и на нее сложно положиться. Надо там проверять, все ли там нормально. В общем, эти деньги, они идут не на развитие институций, культуры, образования, науки, технологий и так далее, а они идут частично в карманы отдельных граждан. И потом из этих карманов происходит ресурсное проклятие. Ресурсное проклятие заключается в том, что государство в конечном итоге коллапсирует. Все, ничего не развивается. И единственный способ себя сохранить – это агрессия по отношению к другим государствам. Потому что она как-то позволяет немножечко народ объединить вокруг фигуры власти, вокруг лидера государственного. То есть если там народ где-то
зазевался там, что-то начал подумывать о каких-то своих там демократических делах, то здесь у него хороший повод вспомнить, что он, например, русский. И что это само по себе что-то очень важное, как вот в песне поется знаменитой. Поэтому за это нужно срочно сражаться, потому что так учили отцы, деды и прочие мертвые белые мужчины. Сегодня Синди Крауфорд – одна из самых известных, богатых и успешных в мире супермоделей. А в 90-х, то есть еще задолго до появления Инстаграма, Крауфорд была, как бы это сейчас сказали, фитнес-инфлюенсером. Модель вместе со своим тренером Раду Теодореску записала несколько авторских тренировок. Видеокассеты с ними передавали из рук в руки, перезаписывали и верили в их чудодейственные свойства. У меня, чего греха таить, тоже была такая видеокассета. На ней Синди Крауфорд в обрезанных джинсовых шортиках на берегу океана выделывает такие упражнения, ни разу не вспотев, что трудно себе представить, может ли хотя бы кто-то еще на свете это повторить. Однако Синди Крауфорд утверждает, что до сих пор придерживается своего фитнес-плана 30-летней давности, и он работает. Локдауны, переезды и удаленная работа заставили меня вспомнить о формате домашних тренировок. Тем более теперь какие угодно фитнес-программы можно найти онлайн. Например, на платформе FitStars. Там собрано около 1500 самых разных тренировок. Зумба, пилатес, йога, растяжки, зарядки. В общем, занятия любой интенсивности для любого уровня подготовки. Большинство программ FitStars подходят новичкам и не требуют специального оборудования. Можно буквально заниматься в пижамных штанах, было бы желание. Любимые тренировки можно сохранять в личном кабинете и воспроизводить их хоть на экране телефона, хоть на телевизоре. А еще на платформе есть раздел с полезными рецептами, чтобы эффективно совмещать тренировки и сбалансированное питание и курсы по здоровью и уходу за собой. Получить пожизненный доступ сразу ко всем тренировкам и курсам можно, оформив безлимитную подписку. По промокоду Гордеева она будет стоить всего 6990 рублей, что на 70% ниже обычной цены и в разы дешевле, чем занятия с тренерами офлайн. Переходим по ссылке в описании, оформляем подписку FitStars и тренируемся с пользой и удовольствием. Ты родилась в деревне Кожевниково. Ты росла в Казахстане. Ты взрослела на русском севере. Мы встречаемся с тобой черт знает где в лесу. В Ингрии мы. В Ингрии, да. Мы встречаемся с тобой в Ингерманландии. И когда мы сюда ехали, было видно, как ты с каждым километром светлела. Потому что тебе здесь, видимо, хорошо. Хорошо, да. Тогда можешь мне дать человеческое и философское определение того, что для тебя значит Родина? По-русски трудно, потому что вот этот русский термин «родина», он нас связывает с рождением, с местом рождения или актом родов каких-то. То есть вот где ты родился, там и пригодился. По-английски это получается motherland, и есть еще fatherland, то есть есть как бы мама Родина и папа Родина. Мне кажется, про Родину вообще лучше думать на каком-нибудь иностранном языке, потому что обретается вот эта необходимая дистанция. Это homeland, то есть это дом. Это скорее вот дом. То есть то место, где ты обжился, обживаешься, или, может быть, ты ностальгируешь по дому, грустишь, скучаешь по какому-то дому, у тебя был какой-то дом. Или ты потом оседаешь в каком-то доме. Вот, наверное, в этом смысле. То есть я ничего, ни на что больше не претендую, когда говорю «родина», потому что для меня это прежде всего какая-то локальность, какое-то место реальное, конкретное, материальное место. То есть это не страна. Родина – это не государство. И это не национальность какая-то. Вот. Но это место, где тебе хорошо, где ты был счастлив. Или, может быть, несчастлив даже, но тебя с этим местом связывают. У тебя с этой конкретной материальной реальностью
существуют аффективные связи какие-то. То есть твоя душа, как я люблю этот термин, очень использовать душа. Мне нравится, что он такой старомодный, что он архаичный. И родина тоже слово такое совсем старомодное. Более того, это термин скомпрометированный. То есть ведь родина же обычно используется в таких вот идеологических каких-то конструкциях. Да? За родину обычно зовут умирать. Родина... Давай помягче, родину обычно заставляют любить. Родину заставляют любить, но это примерно то же самое. Да? Родину как заставляют любить? Головой в унитаз, да, допустим, или что-то такое. Вот как у нас в традиции такой патриархальной любовь к родине, с чем ассоциируется вот это научение любить родину? Вот с насилием каким-то. С насилием, со смертью, с жертвоприношением. То есть это вот Родина-мать зовет, она как бы требует жертв. Нужно каких-то юношей бросать постоянно в костер, да, этой богини государства, богини территории. Я же говорю про Родину, которая не для смерти, а для жизни нужна. Где конкретная земля, населенная разнообразными существами. Людьми, животными, растениями, грибами, с какими-то своими ландшафтами, которые любишь или которые могут немножечко пугать. Где-то чудесные звери там живут, поджидают в лесу, но только местный их знает. Когда чужой кто-то придет туда, какой-нибудь захватчик, там, фашист в этот лес, то этот человек или этот уже не человек, да, это существо, поселившееся в лесу, становится таким партизаном, породнившись со своим ландшафтом, со своей землей, со своей территорией. Он уже воюет не один. Ему помогает вот как раз вся его такая нечеловеческая рать. Волк, заяц, лиса, елочка – все. Все это оживает, когда мы говорим о конкретных материальных вещах, а не о символических конструкциях, часто используемых в политических целях, ну, то есть чаще всего их создаваемых для того, чтобы быть использованными в политических или в чьих-то частных целях. Вот когда говорят, что это, например, такая территория, которая кому-то принадлежит, да, какому-то государству и какому-то государю, то это вот такая уже реапроприация Родины, ее применение справа. А я вот за такое возвращение этих простых значений. За домашность, за уют, да, может быть, какое-то вот такое, даже зловещесть этого очага, но свою такую зловещесть. То есть вот ты сидишь, как Баба-Яга в этом домике, допустим, и варишь зелье из жаб, чтобы потом делать из него любовный отвар. Да что угодно. Ты просто живешь здесь своей частной жизнью, до которой никому не должно быть дела. Это один из вариантов феминистского пускания корней или феминистского способа проживания на земле, проживания в каком-то месте. Домик, избушка на окраине деревни, чего бы то ни было. А есть гендерное неравенство среди философов? Трудно сказать. В России гендерное неравенство среди философов в принципе есть. Хотя вот советская традиция, там довольно много женских имен в истории философии. Гайденко, Матрошилова, наши самые знаменитые женщины-философы. Ну, еще кто-то. Но, в принципе, да, было сложнее защититься, например, защитить докторскую. Женщина защищает кандидатскую диссертацию, потом рожает ребенка, например. И дальше все становится сложно. А до докторской тут надо еще вот как-то дойти, да, и это какая-то борьба. Когда писать докторскую, если тебе нужно за ребенком ухаживать? Женщина иногда просто остается вот на этом уровне, на кандидатском, и научного сотрудника. Она не продолжает как-то дальше этот путь научной карьеры. А ты как этот вопрос решила? Я никогда не собиралась себя науке посвящать. Я случайно попала на этот путь. Мне просто не хотелось никем быть. Когда я училась в школе, мне казалось, что
все профессии, но они какие-то слишком специальные. Вот надо взять и стать кем-то. Это как-то недостаточно универсально, что ли, для меня. Когда я первый раз познакомилась с философией, мне было лет 14, я училась в 8 классе. У нас был урок по философии в школе. И вот я-то оттуда узнала, что были такие древние философы, они рассуждали про бытие, про то, когда время возникло, когда оно закончится, где пространство заканчивается вообще, что такое бесконечность. Мне тогда показалось, что вот это вау. Вот это действительно то, ради чего стоит жить, чем заниматься, потому что какие-то настоящие проблемы, вот реальные, не сиюминутные, а вот вечные. Потом я узнала, что есть философский факультет, я на него поступила. Мне нравилось этим заниматься, но мне дальше хотелось, мне было интересно. Я защитила кандидатскую, а там уже тексты какие-то пишешь, и дальше уже тебя это засасывает, среда, и поглощает академия, но это не входило в мои планы никак. Это просто случайное совпадение обстоятельств. Я не из профессорской семьи, я не ученый, наверное, по габитусу. Мне больше нравится такое хулиганство. И, к счастью, оно меня привело к тому, что как-то это все автоматически, само собой, вот эти все докторские, эти все формальности, инфраструктура, она сама нарастает, когда своим делом занимаешься. Приходят составы с углем, его здесь грузят и везут куда, я не знаю, на кораблях. Вот я говорила про ресурсную экономику. Вот она как раз с угля начинается, даже не с нефти у нас, в том числе в России. Уголь и нефть, они из глубины достаются. Я сейчас была в Бишкеке, и там в бедных районах, которые называются новостройки, до сих пор топят углем. И там такой стоит просто тяжелый запах. Смог, мутновато так все. И они даже на зиму уезжают вообще из Кыргызстана, потому что тяжело вот это все. Слушай, а если вот ты как страна торчишь на вот этой вот ресурсной игле, что и манка, и хорошо, и приятно, и понимаешь, например, умом, что хорошо бы с нее слезть. Как это осуществляется? Как этот переход? Он же не сам собой. Ты должен сначала осознать, а потом сделать. Как в зависимости с любой. Переход с ресурсной экономики для страны, у которой есть ресурсы, проще, чем для той страны, у которой ресурсов нет. Потому что ресурсные деньги можно было бы потратить на развитие технологий, развитие науки и развитие гражданского населения, институтов, которые бы гарантировали трудоспособное население, которое будет платить налоги, которая будет работать. Если так в рамках капитализма оставаться, то есть как вот сейчас бы мы могли бы перейти к нересурсной демократии какой-то, условно, оставаясь в рамках капитализма, тогда да, нужно просто эти деньги инвестировать в развитие, а не в накопление. Это развитие должно гарантировать возможность полностью от ресурсов этих отказаться. Главная же задача какая сейчас вообще всех экономик западных? Переход на возобновляемые источники энергии и отказ полностью от нефти, от угля, от газа. Она реально, эта задача, она выполнима. Просто ее сдерживают вот эти вот старые институции, старые какие-то структуры коррупционные, которые... Старые деньги. Старые деньги, да. Которые хотят оставаться в тех карманах, в которых они привыкли тепло так и комфортно лежать. Эти деньги приносят много крови, много слез, зла. Надо как-то от них отказываться.
и не жалеть об этом. Это прошлое. Уголь, нефть, вот эта вся идея, утопия, что у нас будет солнце в кармане, что у нас будет какая-то контролируемая энергия задешево, за бесплатно, и мы будем процветать, она уже в прошлом. И мы в этом прошлом застряли, увязли. Другое дело, что вообще, в принципе, ресурсное отношение к вещам, к природе, оно никуда не девается. И даже если мы переходим на возобновляемые источники энергии, а это солнечная энергия, ветер, и все такое действительно просто доступно на поверхности, то не нужно бурить землю, копать шахты, ломать горную породу. Они, вот эти доступные источники, если их тоже рассматривать как ресурс, при этом сохраняя старые инфраструктуры и старые схемы собственности, владения, то, в принципе, они тоже превращаются в новую нефть. Солнце становится новой нефтью, новым углем. И точно так же за них будет происходить борьба, и новые войны будут возникать там, где будут альтернативные источники энергии. Вот, скажем, солнечные панели будут устанавливаться, допустим, где-нибудь в африканской пустыне, да, где много солнца, где очень сухо. К чему это будет приводить? Во-первых, для их изготовления будет требоваться, опять же, те же старые грязные ресурсы. А во-вторых, там будут местное население, местные территории деградировать от того, что всем нужно будет вкладываться в эти солнечные батареи, соответственно, опустошение земель. То есть примерно то же самое, что и с нефтедобычей, только где-то в другом месте, да? Где-то, где это не так заметно будет. Ловушка вообще в самой ресурсности, а не в том, какие именно это ресурсы. И если нефть бесконечна, то тогда ее можно, конечно, качать бесконечно и вообще не переживать по этому поводу и жить так, как мы живем сейчас. То есть вести войны, жить вот в этом ресурсном болоте, наслаждаться таким бесконечным каким-то мачо, таким потребительством. Вот, как у нас было, например, в таких цветущих 2000-х жирных, когда роскошь невероятная, вот это вот все была другой стороной нефтедобычи, газодобычи. Но уголь, вот он такой, как и нефть, черный, да, как фактурный такой, и чернота, она указывает на то, что это из-под земли что-то взятое. Вот как с глубины. Это как бессознательное. Это как той же самой природы, можно сказать, что и влечение к смерти, только если мы не говорим не о человеке, а вообще о земле. То есть это такое материально-бессознательное земли, ископаемые. И вот мы их достаем, а они горючие, они взрывоопасны. Они могут нас греть, а они могут все на самом деле спалить. К какому философскому течению ты могла бы себя отнести? Наверное, я диалектик. Но это не то чтобы течение, это большой метод, он древний, он с Платона начинается. Ну, в общем, да. А да. если сужать? Наверное, я материалист. Скорее, я постгуманист. Хотя я занимаюсь философской антропологией, но мне интересны границы человеческого и нечеловеческого. И феминистка. Ну вот это вот все. А мне говорили, что ты марксистка. Точно. Чуть не забыла. Я гегельянский марксист. Тогда давай объясним, что такое диалектика по Гегелю и чем она отличается от диалектики по Марксу. Хорошо. По Гегелю она называется «Диалектика духа». Главная книжка «Феноменология духа». Вот в «Феноменологии духа» Гегель рассказывает о том, как развивается вообще сознание, как происходит движение сознания от одной формы к другой. Это похоже на компьютерную игру. Ты постоянно проделываешь, в принципе, один и тот же путь, но на разных уровнях. Начиная с простой какой-то чувственной достоверности вещей и заканчивая такими сложными вещами, как, например, распятие Иисуса Христа. Ну, или более еще сложными конец истории, допустим, или государство.
этот дух, его часто путают с Богом, говорят, что это религиозная философия, что дух, он вот где-то сам по себе существует, что он какой-то такой вне мира находится и диктует свои условия всему существующему. Ну или что поэтому называют это идеализмом, ну такие критики, скажем так, этой традиции гегелевской. Они так понимают Гегеля, что как будто бы все берет начало в духе, что вот это субъективное духовное начало над материальным имеет какое-то преобладание, преимущество. Но там на самом деле все немножко по-другому происходит. Там дух оказывается таким, скорее, результатом, эффектом деятельности, коллективной человеческой деятельности, культуры, истории, политики, борьбы. И вот это вот постепенное такое развитие проходит через болезненные довольно-таки этапы. Войны, революции. Кто антагонист Гегеля? Он, например, спорит с Кантом очень много. В каком-то таком как раз методологическом смысле, потому что вот Кант не диалектический автор. То есть Гегель мыслит диалектически, это значит, что противоречие – это хорошо, что это движет историю вперед. А Кант? А Кант называет противоречия антиномиями. И он говорит, что это вот такая вот граница, за которую идти не следует, потому что если мы где-то натыкаемся на противоречие, значит, там дальше какая-то непонятная, бессмысленная вещь в себе. Мы ее не можем знать, мы туда не можем проникнуть. Вот есть сознание человеческое, называется оно трансцендентальный субъект или трансцендентальное единство перцепция. А есть вещь в себе, называется она еще ноумен, она находится вот отдельно. Мы к ней никак не можем проникнуть. Мы от нее защищены как бы нашими схемами чувственности, то есть тем, как мы ее воспринимаем, нашими структурами восприятия. Вот мы видим вещи в пространстве, времени, но это уже результат какой-то проделанной работы и того, что наше сознание все собрало в единый образ, более того, и наверху этого образа поставило «я». Вот, такого субъекта трансцендентального. А вот, например, чего мы не видим? Мы не видим бесконечности. Или мы не видим абсолюта. Об этом мы можем только догадываться, и это поэтому не может быть предметом познания, философии не может быть. А по Гегелю может, наоборот. Если где-то есть противоречие, именно туда и надо направляться, двигаться, потому что это правильное направление. Что делает Маркс с философией Гегеля? А Маркс вот он делает дальше следующий шаг. Он, в общем, переворачивает Гегеля с ног на голову или с головы на ноги. Но это, в общем, тоже диалектическое движение, вот как часы песочные переворачиваются туда-сюда. Вот. Маркс просто называет это все материализмом. Но материализм он понимает не как вот в XVIII веке, допустим, материалисты в эпоху Просвещения, которые говорили, вот есть материя, а есть вот наука, там, которая эту материю познает. И эта материя такая инертная, она вот существует, такая бессмысленная, тупая как бы материя. Но он говорит, что материальные вообще отношения, а не вещи, в том числе общественные отношения. И вот как раз-таки вещи, предметы, люди являются продуктами этих общественных отношений. В принципе, это гегелевская идея, просто она уже таким сказана более современным языком, и вот она приобретает более конкретные очертания. То есть оказывается, что Маркс говорит вот о конкретных исторических реалиях и объясняет простыми словами какие-то вещи из такой жизни обычных людей, стран и народов в таких философских и политико-экономических терминах. Он просто смещает фокус на общественные отношения, и получается, что он философию, как он сам говорит, опускает с небес на землю. Дух оттуда уже уходит. Почему именно марксизм стал основой, на которой в 18 году стали строить новое советское государство? Там было много философов в то время. Было к кому обратиться. Потому что ситуация социально-политическая в стране была чем-то близка нашей.
Война империалистическая, острейший кризис социальный, невероятный разрыв между бедными и богатыми, упадок абсолютной монархии, кризис такой абсолютизма и недовольство людей, бедных, рабочих, крестьян. То есть, в общем, когда идеи Маркса дошли до российских интеллектуалов, то они просто легли на нужную почву, они были адекватны. Они были правильно восприняты или они были слегка подкорректированы под нужды? Ленин как-то еще больше заземляет марксизм, и как-то это все вот сработало, но не до конца, да. Получилось так, что эта теория оказалась достаточно сильным основанием, чтобы лечь в основу движения, которое смогло обрушить режим, поменять, то есть привести к смене элит. Но дальше начались проблемы, как говорится. А дальше и у Маркса не предусмотрено, в общем, что делать после революции. Об этом мало, на самом деле, думали. Это сложный вопрос. Сейчас в России опять стали популярны идеи марксизма. Очень много левых активистов все время припоминают Маркса и говорят, что вот нужно всем перечитывать Маркса, и вот теперь уже по-правильному его понять и воплотить его идеи в жизнь. Тревожный ли это сигнал и вообще что это значит? Нет, это хороший сигнал. Маркс был эмансипаторным таким автором, и он всегда был вот за бедных, за народ. Даже он не всегда был марксистом, Маркс сам. То есть вот этот «Капитал» — это довольно позднее произведение, а он, когда был еще молод, он работал в газете, писал всякие зарисовочки про жизнь, про там, то, что происходит в провинции в немецкой. Вот, в частности, любимое мое произведение Маркса называется «Дебаты по поводу закона о краже леса». И там он обсуждает такую ситуацию. Германские власти, значит, определенной провинции разрешили крестьянам и вообще бедным собирать валежник в лесу. Или они запрещают. Я уже забыла детали. Запрещают или разрешают? Запрещают, они запрещают воровать валежник, потому что валежник принадлежит... Потому что они считают, что лес принадлежит собственникам, и валежник, соответственно, тоже принадлежит. Ветки-то упали, соответственно, они как бы ничьи. И Маркс там предлагает такое очень важное понятие, которое сейчас модно очень в левой такой мысли европейской, commons. То есть они общие как бы. И ничьи. Это ничьи валяющиеся. Это же не только ветки, там еще и грибочки, ягоды, вот это вот все. Бедные люди, то, что они там собирают, все это, чтобы обогреть себя, как-то что-то. В общем, Маркс был всегда на стороне тех, кто угнетен. Угнетен — это значит те, кто не у власти, кто может претендовать на какую-то справедливость социальную. Этот вопрос справедливости, он обостряется, когда вот такие вот противоречия, типа как у нас, когда оказывается большинство совершенно бесправным и не может ничего сделать. Вот как защитить, грубо говоря, бедных от богатых. Это такая этическая, что ли, составляющая марксистской мысли. Ну, она не только этическая, она и политическая, потому что те, кто вот как раз вот эти бесправные люди, они должны наследовать историю, что ли. В общем, есть эта идея справедливости не только бытовой, но и исторической. Поэтому, конечно, эти идеи снова актуальны. И, конечно, марксистские идеи на самом деле снова пришли из Запада к нам, потому что у нас после 90-х годов марксизм был в какой-то опале такой. Вот я, например, когда училась на философском факультете, у нас не было Маркса вообще в программе по философии. Ну, так это же была постсоветская травма. Мы столько лет жили по идеям Маркса. Можно мы сделаем перерыв? Вот это вот травма, да. Вот то, что вот предыдущее поколение было травмировано этими идеями до такой степени, что вычеркнуло просто это все из программы университетской. Нам приходилось буквально в подпольных каких-то кружках собираться молодежи читать марксистские тексты. Ну, а потом мы просто стали уже ездить на Запад, как-то заполнять пробелы в нашем постсоветском образовании. И все встало на свои места постепенно. А здесь как раз к этому времени уже произошло разочарование в том, что капитализм – это прекрасное какое-то светлое будущее, что это просто такой огромный супермаркет, куда приходишь, все есть.
что... И рядом с полкой кетчуп есть полка свобода. Да. Пришло понимание, что совсем не обязательно может быть кетчупом, а свободы может быть и не быть, и что тоталитаризм – это совсем не обязательно спутник коммунистической идеологии, что он может быть спутником какой угодно идеологии, и либеральной, неолиберальной, фашистской, консервативной, любой, националистической, правой, левой. Это не противостояние по линии как бы тоталитаризм и капитализм или демократия и коммунизм. Это какой-то более сложный процесс. Там несколько уровней. Постепенно тоже началась интеграция. Вот что происходило в 90-х. Границы-то открылись, началась постепенная интеграция, все-таки диалог российских ученых и западных. А поскольку Западная академия, по крайней мере в моей науке, она в основном марксистская, или постмарксистская, или какая-то, в более общем смысле левая, да, феминистская, там, какая-то гуманистическая, Ох, ты сейчас правых всех обидела, что они не гуманисты. Правых, я не знаю, мне сложно говорить о правых, я их не понимаю, у меня мало контактов, никогда не сталкивалась. И вот в таком профессиональном смысле. Вот есть марксизм, а есть ультраправая, да, какая-то мысль, так ее обозначим, консервативная, ультраправая, традиционалистская и так далее. В чем ее идея основная? Чем правая от левой отличается, да? Всегда можно очень легко проверить, где у нас правая, где левая. Представь, что есть вот власть, а есть народ. Та, что за народ, она будет левая. Та, что за власть, она будет правая. Если эта мысль с позиции власти, про то, что делать с народом, что такое народ там и так далее, то это правая мысль всегда. Например, немецкий великий народ должен построить Третий рейх. Вот это правое. Вот, там, Великая империя должна быть восстановлена, народ наш принадлежит государю и все такое. И это тоже правое. Если это будет там землю крестьянам, ешь богатых, то это ультралевое, да? Я утрирую, конечно, но просто вот чтобы на улице тебя спросят, где левый, где правый, вот тогда можно так вот, если доводить это до какого-то комического такого. То есть левые всегда выступают за тех, у кого отняли слово, отняли землю, отняли деньги или что-то еще такое, власть, да, вот, или у тех, у кого их никогда не было. Соответственно, все меньшинства, женщины, животные, природа, все попадает в компетенцию левой мысли, это все слева. Мужская – это все, что будет за традицию, за семью, за сильную власть патриархальную, за каких-то мужчин, гипербореев, воинов, империю, царя там, и вот это вот прочее. Может ли власть стать левой? Может, конечно, да. Там в прошлом веке социалисты частенько приходили к власти во Франции там, или где-то в Европе. Благодаря этому устанавливались какие-то социальные такие государства. То есть появлялись идеи, благодаря которым люди могли жить лучше, простые люди. То есть направленность на снижение разрыва между богатыми и бедными, какая-то забота о менее обеспеченных, феминистская политика непременно. И эмансипация вообще женщин, там такие вещи, как аборты. Вот так происходит, когда левые приходят к власти. Сейчас в основном тенденция такая, что приходит правый по всему миру, это не только у нас. Но куда это приведет нас, я не знаю. Тут орел какой-то, а тут что-то тоже было. Ой, как орлы побегут. И не устанут, пойдут и не утомятся. Да, слушайте, прекрасно. Однако, а тут что-то еще было. Что-то закрасили. И что-то уже закрасили. Тут, видимо, совсем какая-то крамола была. Да, жилконтора, наверное, закрасил это все. Да, вот он как бы тебе город намекает. Вот ты вроде бы идешь, задумался о своем, а он раз тебе напоминает о какой-то, о вечном. Вот мир, например, да, это какая-то вечная тема хорошая.
Вот. А тут еще крестьянские какие-то надписи тоже. Интересно, как-то они перемешаны все. А интересно, это одни и те же люди делали или разные? Мне кажется, что это какие-то конкурирующие. Но возможно, что вот это пацифистское переозначивание тоже как-то отвечает на христианские цитаты. Не знаю. Всполохи какого-то небольшого гражданского протеста, они с лихвой компенсируются общим таким большим молчанием. В историческом контексте это так и будет записано, да, что оставшиеся россияне были согласны? Нет. Опыт немецкого сопротивления нам, например, подсказывает, что память о тех, кто оставался в Германии и занимался антифашистской борьбой, сохранилась. И да, о тех людях тоже говорили в свое время. Там был такой же конфликт уехавших и оставшихся. Являешься ли ты коллаборационистом, если ты остаешься, или поддерживаешь молчаливо концлагеря, допустим, режим этот, или нет. Но были попытки этот конфликт как-то преодолеть, выйти из этой ловушки. Это действительно ловушка очень глупая. Вот, из нее нужно выбираться. Те, кто остается, они занимаются важными делами. Они же не просто так остаются. Значит, у них есть что-то, чем заняться здесь. Или те, кто не может уехать тоже. То есть вопрос не в том, где ты находишься, а вопрос в том, что ты с этим делаешь, как ты живешь. Дальше следующий шаг. Понятно, что если ты здесь остаешься, значит, ты молчишь. Смотрите, есть люди, которые остаются и не молчат. Страх – это категория физиологическая или философская? И то, и другое. Я думаю, что страх – это вообще главный враг наш сейчас. Это не люди какие-то, не государство. Главный враг – это страх. И этим страхом все пронизано, все коридоры нашей власти прежде всего. И этот страх также разъедает изнутри человека. Я очень люблю фильм Фассбиндера, который по-русски переводится как «Страх съедает душу». Но на самом деле там говорит эту фразу мигрант, который не знает правильно немецкого. Он говорит как-то вроде «страх съесть душа». И вот этот страх, он съесть душа. И эта опасность, она всегда существует. Иногда бывает страшно, да, но недостаточно просто себе сказать «не бойся», потому что это действительно тогда это физиологически. Это страх, это аффект сильный. Если нас, как животных, нам что-то угрожает в нашей жизни, то мы начинаем бояться. У нас дрожат колени, у нас дрожат руки, сердце начинает биться, мы можем бледнеть. Очень трудно бороться с этим чувством. Но оно ведь не всегда возникает. Такое чувство, такой физиологический страх. Когда реальная опасность подступает к нам, к нам приставили там или постучались уже в дверь, допустим, тогда страшно, да. Но есть еще какой-то такой метафизический страх, который просто в воздухе повис. Просто страшно, и ты поэтому молчишь, например, и сидишь и не высовываешься. Этот страх, это и есть наш главный враг. Сначала ты молчишь, потом ты прячешься в бункер, потом ты начинаешь писать, строчить доносик на своего коллегу, там, допустим, или приятеля, или соседа. Почему ты это делаешь? Это страх так действует? Так вот этот аффект является патологическим. С ним нужно работать, его нужно лечить. От него нужно лечиться. Это нездоровая фигня. Поправь меня или поспорь со мной. Мне кажется, что страх – одна из важнейших составляющих генетического кода того, кто сегодня называется русским человеком. То есть, россиянина, да, наверное, даже будет так правильнее сказать. Потому что годы репрессий, войны, двоемыслия, доносов и всего остального выработали в человеке иммунитет к любому голосу бесстрашному. И страх – это просто какая-то составляющая психотипа. Поправь меня, если я не права, потому что мне кажется, что это довольно существенно влияет на способность россиян к протесту и вообще к любому публичному выражению собственного мнения. Какая может быть связь генетического кода и социального протеста? Никакой.
умение людей не бояться. Это не биология. Объяснять политические неудачи, отсутствие, допустим, успешного какого-то протеста, да, или противостояния гражданского, это политическая неудача. Объяснять их биологическими факторами – это неверно. Нет никакого такого генетического кода, который бы отвечал, например, за то, что все вот русские, они какие-то не такие, да, неправильные. Вот одна феминистка недавно, квазифеминистка, выпустила книжку, где она утверждает, что все русские рабы по природе, и поэтому нужно вот как-то уезжать в Европу, искоренять из себя рабство. И она предлагает научить демократии, научить русских. Она уже давно в Европе живет, она как-то там уже привилегиями какими-то. Но она, видимо, пользуется. из себя уже раба выдавила пока. Выдавила, да, и она готова научить других из себя выдавить раба, и называет это феминизмом. Вот. Нет, я говорила скорее не про биологию, я говорила про выученность. Ты про вымученную беспомощность. Вымученную беспомощность, да, просто выученную. биология ни при чем. Потом мы можем так дойти, договориться до того, что у нас кровь, почва и прочее. Что вот одни народы там более поумнее, другие там более склонны к каким-то... Нет, ни в коем случае. Вот, да. Конечно, да, есть такое. Работать с этим надо, преодолевать это нужно обязательно. Это не только индивидуальная задача, это коллективная. То есть это не судьба, что мы такие, что у нас так плохо получается, что мы боимся. Это не судьба, которую нужно принять покорно, а это проблема, с которой нужно работать. Вот у нас бывают какие-то проблемы, там, страхи, бессонница. Мы же идем и решаем эти проблемы. И вот у нас такая же есть проблема еще и коллективная. Что действительно система вот эта страха, она очень хорошо устроена. И все детали в этой системе подогнаны. То есть это некая машина, да. Машину надо остановить. Она сейчас на полном ходу. Это машина страха, которая нас с невероятной скоростью мчит, несет в пропасть человеческого вот такого падения, деградации и унижения. Остановить ее мы, конечно, можем и способны. Как и каждый человек. Каждый человек. Тут дело в координации, в усилии. Та машина, которую я только что описала, это сложно сконструированный механизм. И это тоже продукт некой организации. Ко всему нужно подходить организованно. Нужен план, нужна система, нужна координация людей и взаимодействие. Когда ты один, страшно. Когда вы вдвоем выходите, вот даже, возьмем там какой-нибудь протест, да, когда вы ходите вдвоем, не так страшно, чем поодиночке. Потому что есть кто-то, за кого можно подержаться в трудную минуту. Вот так вот и преодолевается. Тебе же принадлежит высказывание о том, что война – это кривое зеркало общества, а в конкретно российском случае кривое зеркало России – это Буча. И что в этом зеркале видно? На самом деле, знаешь, что является, наверное, самым мощным оружием против страха другого? Это понимать, насколько ты сам страшен. И тут конечно, это трудно объяснить людям, которые привыкли судить с такой моральной позиции, такой моральной чистоты. Мы всегда видим в глазах другого соринку, у себя не замечаем бревна. И вот этот вот моралин, он всегда направлен на другого. Всегда кто-то виноват, другой. Либо ближний другой, либо какой-то дальний другой. Как правило, другой, до которого можно дотянуться, на которого можно пальцем показать и сказать: посмотрите, вот это зло, вот это преступники. Каждый человек
у него есть вот темная сторона и светлая сторона. И про темную сторону зачастую люди не знают, пока не придет час Х. Война очень хорошо как раз проверяет людей вот на такая лакмусовая бумажка, да, как люди на это реагируют. При каких-то благоприятствующих условиях человек может пойти на темную сторону силы. Я думаю, что любой человек может так сделать, особенно тот человек, который склонен обвинять во всем других. Вот, потому что это какая-то несколько такая инфантильная позиция. Когда ты не можешь судить себя, но свое бессознательное чувство вины проецируешь на других людей. Ведь вина – это вещь такая многоуровневая. И у нас сейчас вот обсуждается в обществе вопрос о коллективной вине. Да? Многие считают, нет, это неправильно говорить о коллективной вине, нужно только об ответственности говорить. Может быть. Однако, если вина – это всегда за другим, а ты всегда прав, то получается, что другого очень легко дегуманизировать или как-то понизить его статус, чтобы судить о нем свысока, раздавать диагнозы, лечить и так далее. Вот, кстати, даже в спорах уехавших с оставшимся очень много моралистических таких дебатов. Они нас не в ту сторону совсем ведут, потому что благими намерениями выслана дорога известно куда. Нужно вот немножечко по ту сторону добра и зла смотреть. Буча что-то нам говорит вообще о субъекте современном, о том, как человек устроен, как вдруг в какой-то момент группа людей начинает совершать вроде бы беспрецедентное, варварское, чудовищное совершенно насилие, которое не имеет никаких вообще оправданий. И мы такие смотрим, думаем, как? Зачем они это делают? Почему? Как может человек такое делать? У нас это вызывает отторжение, но при этом почему мы не хотим об этом говорить? Почему мы хотим это моментально просто развидеть и забыть? Потому что срабатывает какое-то вытеснение. Что-то нас затрагивает, что-то триггерит. Какая-то причастность, какое-то чувство вины нас связывает с этим. Правильно, ведь мы смотрим и понимаем, что это наша армия делает, наше государство, в котором я живу, да, или из которого я уехал, но тем не менее. Из моего контекста как бы происходит то же самое. Вот это невообразимое бесчеловечное насилие происходит из того же самого контекста, из которого и я происхожу. Как так получилось? То есть есть некая общая такая стихия. Вопрос человеческого и нечеловеческого. Вопрос выхода за пределы человеческого в бесчеловечности, в жестокости, в звероподобности. Это вопрос философский или это вопрос психиатрический? Философский. В философии говорят о безумии. Это более классический термин. Безумие – это такая вот часть человека, да, которую он в себе преодолевает, можно так сказать. Где-то иногда оно близко подступает, и не надо этого бояться. Нужно быть готовым к тому, что вот элемент безумия, да, он может проявляться в самых и прекрасных тоже хороших вещах. Мы иногда допускаем какие-то безумства. Ну, в хорошем смысле. Например, любовь. Это же тоже умопомешательство какое-то. Ну, вот ты любишь человека, там, ходишь постоянно о нем думаешь. Потом ты начинаешь до этого человека домогаться и возмущаться, почему он с тобой не хочет точно так же проводить время, как ты с ним. И все такое. Это тоже какая-то, в общем, болезнь. Просто бывают разные уровни, градации. В повседневной жизни гораздо больше безумия, чем мы можем себе предположить. То есть вот идея о том, что мы действуем рационально, всегда осознаем мотивы своих действий, зачем мы это делаем, свои интересы, она не то чтобы совсем несправедливая. Конечно, мы осознаем. Есть какие-то интересы. Но иногда вот так вот в каком-то таком приближении мы обнаруживаем, что эти рационализации вторичны по отношению к тому эффекту, который производят человеческие действия. То есть, например, вот геополитика исходит из таких предпосылок, что государство действует, исходя из своих собственных интересов. Даже не государства, а какие-то альянсы государств, такие крупные такие единицы.
имперские образования. То есть это империалистические такие интересы. Вот есть там НАТО, есть коллективный Запад, есть Россия, есть Китай и так далее. Вот у них какие-то есть интересы, которые они осознают рационально и преследуют. И поэтому они рационально так сражаются за эти интересы. Это геополитический подход. Если присмотреться к тому, что происходит в такой вот какой-то философско-антропологической перспективе, и оценить, так сказать, масштаб разрушений, которые имеют место при этом, при всем, оказывается, что интересы государств не компенсируются вот этими затраченными средствами. То есть разрушения массовые, количество смертей, последствия долгоиграющие с этими всеми ПТСР, с этими разрушенными городами, с этой экономикой разрушенной, инфраструктурами, разрушенным сознанием людей, которое просто куда-то сломалось окончательно. И все это превышает те интересы, которые государства преследовали. Вроде государства хотели развиваться дальше, расти там, да, думали, ну вот мы сейчас продвинемся здесь немножечко, нас станет больше, жизнь станет веселей. А на деле получается вот так. Так может быть, государство на самом деле, думая, что преследует интересы свои какие-то прагматические, действовало, исходя из более бессознательных каких-то автоматизмов. Например, государство просто достигло пределов своего роста и пытается доступными ему способами просто разрушить себя. Но при этом оформляет это соответствующей риторикой борьбы за какое-то процветание, там, светлое будущее. И вот Буча, она нам показывает этот механизм. То есть мы видим другую сторону государственной патриотической риторики. Вроде бы мы видим перед нами такой нарратив, да, про там, освобождение народов, про демилитаризацию, что-то такое. И вот картинка расходится с этим нарративом. А на картинке мы видим кровавую баню, мы видим горы трупов, мы видим насилие. Страшные такие картинки. И мы в этом зеркале боимся признать искаженные черты своего собственного отражения. Потому что плохой-то всегда кто-то другой. Солдаты там какие-то из бедных семей. Другой народ. Человек смотрит на Бучу и пугается того, что он происходит из того же контекста. Контекста, да. То есть вот проще всего посмотреть на Бучу и сказать, русские страшны. Да? Это все объясняется их национальным характером или культурой. Но это не совсем верная интерпретация. Вообще человек, в принципе, страшное довольно животное. Это с любым может произойти. С любым. Может произойти такое безумие, да? Когда ты оказываешься в каком-то другом состоянии, и ты не помнишь себя прежним, допустим. Ну, он, может быть, и никогда не был прежним. Всегда был такой какой-то. Помогает тебе твое философское знание переживать нынешнее время? Да. Каким образом? Тем, что все, что происходит, уже было не раз. Что это еще будет. Не конец света. Ну, то есть в каком смысле не конец света? Конечно, конец света, но такой конец света, который вот всякий раз происходит. И мы всегда думаем, что это знак надвигающейся катастрофы. И говорим, ну все, теперь точно, вот через 2 месяца придет беда настоящая. Сейчас как начнется. А на самом деле все уже началось. И мы уже живем внутри катастрофической ситуации. Философия помогает понимать такие вещи. Ну, еще она помогает выбрать сторону, например.
Вот, Каким образом? Определиться, на какой ты стороне. Но тут зависит, конечно, от того, какой философией ты занимаешься. Вот, или что ты называешь философией. Вот есть старый разговор такой между Сократом и софистами. Была такая конкуренция, что ли, некоторая. Вот Сократ, который такой философ, да, который за истину погиб, можно сказать, он говорил какие-то вещи, которые не нравились властям городским. Предлагал какие-то альтернативные проекты, например, там, или какие-то вот такие вопросы задавал неудобные. И люди в своих вот каких-то стереотипах могли усомниться благодаря его умению вести диалог критический. И за это его приговорили к смертной казни. Сказали, что Сократ совращает молодежь. А Сократ, на самом деле, не совращал никакую молодежь. Наоборот, молодежь пыталась совратить Сократа все время, а он был такой вот достаточно человек сдержанный. И единственное, чем он мог совратить молодежь, это своей любовью к истине. А у софистов был другой принцип. Софисты считали, что истины как бы не то чтобы нету, но философия – это набор риторических инструментов для убеждения кого угодно в чем угодно. И, в принципе, в этом смысле тоже, конечно, философия может помогать людям выживать, потому что люди могут продавать какую угодно ерунду, пользуясь риторическими приемами, и доказывать все, что угодно. В принципе, вот такой вот диалог, он продолжался и в советское, и постсоветское время. Вот, скажем, была школа методологов. Методологи скорее наследники софистов. То есть задача методологов – это социальное конструирование, деятельность, которая производит некий контент с определенной прагматической целью. То есть философия становится инструментом для каких бы то ни было более практических политических целей. Соответственно, речь идет не об убеждениях, а именно об инструментализации вот этого знания философского. Но я придерживаюсь другой школы, противоположной. То есть ты за Сократа? Я за Сократа, да. Я вот недавно была в Афинах, и мы пошли смотреть Акрополь. И там нам встретилась замечательный экскурсовод, который нам показала с горы, где находилась тюрьма и остатки тюрьмы, в которой погиб Сократ. И она такая гречанка, такая вот старой закалки. Она говорит: вы знаете, Сократ погиб из-за того, что он был вообще анархист. Кто читал Платона, его диалоги, там, государство, может быть, бы здесь как-то усомнился, сказал, что нет, наверное, он все-таки не анархист. Но понятно, что экскурсовод хотела вложить в свои смыслы в своего любимого философа. Как известно, греческий народ очень давно и много протестовал, и основа, да, вот этих протестов, она была такая: левоориентированные люди, и вот они все хорошее вложили в уста Сократа своего, то есть они переприсваивают историю, учатся с ней работать. Да, но так Сократ учил жить. К нему пришли ученики, вот когда он сидел в своей тюрьме, и говорят... Об этом Платон рассказывает в диалоге «Федон». Говорят: Сократ, зачем ты не покидай нас? А Сократ говорит: вы не переживайте, дорогие мои ученики и друзья. Душа бессмертна. Поэтому то, что я сейчас вот со мной происходит, это все, конечно, ерунда на фоне того вообще огромного движения, которое проделывает душа из царства Аида в тело живого человека там, и так далее. Ну, много вещей он им сказал, хороших и плохих тоже. Но это памятный диалог такой. А потом к нему приходит охранник, ну или как вот, надзиратель тюрьмы, какой-то полицай, дает ему выпить яда, и он спокойно принимает свою смерть. Если говорить о пользе философии какой-то, то эта польза, конечно, она такая, наверное, не для всякого она очевидна.
Потому что, конечно, это помогает как-то со страхом смерти работать. Вообще со многими факторами бессознательными, которые на нас влияют обычно, в обычной жизни, которые мы не рефлексируем. Да, очень красиво. Нам недавно было 9 город в декорациях, снимали фильм про Берлинскую стену 1986 года. Машины старые, полностью наводили был город. Невероятно. Вот здесь вот не знали, если вы так подыгрываете, вот здесь вот на мосту, на крепостном, БМВ взорвали 80-х годов, зеленые. Просто подлетело, мы не ожидали. А я стою с другом, он родился в 84-й год, город Ротена, или Ротенов. У него в паспорте Потсдам написано. Как раз во времена этих событий берлинских. Это летом снимали? Недавно, неделю назад еще это закончилось. Ничего себе. Если будет интересно, вот, можете мне любые вопросы задать. А вы экскурсовод? Это я в роли бедной жертвы. Поскольку я самый фактурный, и у меня длинные волосы, и на мне вот как бы можно рубаху порвать. Палач он просто, как бы полненький. Этот парнишка он эффектный, но поменьше. У меня фактура самая эффектная, и меня пришлось на роль жертвы. Кому голову отрубают. Нет, давайте другую. А почему? Вот вам другая. Ну давайте, здесь как-то вы посимпатичней. Как это? Я везде красивый. С обратной стороны билетика на трамвай прошлых лет. Это тематическая экскурсия будет. Это взрослый билет 18-го года, 20 пенни стоил. До подорожания еще. Это я, кондуктор Юрий Носов. Пенни, это когда он был, Швеция была. Финский. 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 Это период Великого княжества Финляндского в составе Российской империи еще. Ну, тут черт ногу сломит при истории Выборга, тут надо рассказывать долго. Вот, поэтому вот, если что, будут вопросы, обращайтесь. У тебя есть книжка, она называется «Родина», и в этой книжке мне очень понравилась цитата о том, что Родина не существует без своих людей, зато может свободно перемещаться вместе с ними по миру. Что с философской, что с твоей точки зрения изменится в России, из которой так много уехало, и так много людей оказалось вовлечены в военные действия, а это ПТСР очевидный и у кого-то смерти? Да. Вот люди, которые уезжают, они спасаются, они выжившие. Вот, то есть, по сути дела, они сохраняют культуру, распространяясь в качестве диаспоры по миру, но и в стране тоже остаются какие-то люди, они, возможно, тоже выживут. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Остаться в России для тебя вот в этот момент, имея все возможности уехать за границу, это был вопрос преодоления своего страха или это какие-то другие чувства? Если бы я сказала, что я преодолела страх, это было бы таким героизмом, которого я не заслуживаю. И, наконец-то, я пришла к той точке, где я именно тот герой бесстрашный, который никого не боится. Да, конечно, мне тоже бывает страшно. И особенно, когда что-то такое происходит, что реально дает повод для страха, скажем так. Не экзистенциальный какой-то страх, когда вот в принципе, это дух репрессий, там, как говорились, да, здесь в этом городе что-то страшное, тут это КГБ было там или что-то еще такое. Нет, вот это вот экзистенциальный, он какой-то в воздухе развеянный, это как раз фантазия, да, коллективная фантазия во многом. Вот с ней как раз надо бороться. А когда уже за тобой там бегут с дубинкой с какой-то, я не знаю, вот тогда страх – это полезная вещь. Тогда надо делать ноги. У меня есть свои какие-то планы, своя работа, обязательства какие-то. Нужно сделать мои дела, и я вот здесь их делаю спокойно. И в такой ситуации бежать из-за экзистенциального страха, мне кажется, немножко унизительным. То есть я предпочитаю жить в соответствии со своим каким-то проектом, чтобы не было внешнего давления. Если будет внешнее давление, я, конечно, уеду. Но люди на Западе обвиняют тех, кто остался в России, еще и в соучастии. Я стараюсь изо всех сил в этом споре не занимать никакой стороны. Во-первых, потому что я не уехавшая и не оставшаяся. Я человек границы, мне нравится перемещаться, я номад. И вот эта свобода передвижения, она для меня какая-то вот священная такая.
Ну, люблю я просто ездить. Мне спокойнее в дороге. Я себя в дороге чувствую дома. Но сейчас, Поэтому... когда границы России закрываются и почти уже закрылись. Вот почти уже закрылись, ездить стало сложнее. И, тем не менее, можно. Вот. А поскольку у меня на Западе тоже есть дела, на условном Западе, иногда это Восток, да, вот, у меня есть дела и по ту сторону границы, и по эту сторону. Поэтому я езжу по своим делам ровно столько, сколько мне нужно. Я даже не знаю, у меня иногда бывает такой страх, да, можно это назвать страх или опасение. Опасение скорее. Я этого не боюсь. Что когда я буду здесь или там, вот как раз закроется окончательно прям совсем граница, совсем-совсем. И тогда я зависну по ту или по другую сторону. В какую сторону ты бы хотела оказаться? Мне вообще все равно. Правда. Если бы я сама выбирала, я бы уже давно просто уехала куда-нибудь в Монголию или в степь. Я люблю простор, вот что-то такое. Я бы сидела одна в юрте в какой-нибудь. И все бы эти споры русских иммигрантов о том, являются ли коллаборантами те, кто остался, или не являются, мне бы казались какой-то далекой, такой забытой, полузабытой сказкой такой бабушкиной. Вот. Но вообще я, конечно, считаю, что это неправильно, так осуждать людей, которые остались. Потому что те, кто остались, делятся на несколько разных типов. Первые – это люди, которые ждут перемен, надеются и хотят собственными глазами увидеть эти перемены. Да, говорят, у них нет оснований для надежды, все совсем плохо, мир никогда больше не изменится к лучшему, Россия, можно попрощаться со всем этим навсегда. Но эти люди, может быть, они видели и времена и похуже. Обрати внимание, что люди из старшего поколения остаются, причем не только те, у кого нет возможности, например, уехать из-за денег там, или из-за виз. У них есть опыт перестройки, например. У них есть опыт каких-то вот других таких вещей. Они верят в перемены и хотят как-то на это повлиять изнутри. Потом есть какие-то герои-партизаны. Им вообще без разницы, что о них скажут представители интеллигенции западной. Они никак не репрезентированы. Деанонимизировать партизана – это, в общем, такое дело неблагодарное. Нельзя так делать. А потом есть люди, которые вообще не могут уехать. Ну, они студенты, там, они еще должны доучиться, им нужно еще как-то за родителями ухаживать. В общем, много вещей, которые людей заставляют или позволяют им остаться. А некоторым просто интересно, как это вот дальше все будет развиваться. Ведь это история, и эта история сейчас проходит через твое тело, через твою судьбу. Можно, конечно, от этого попробовать бежать, но ты все равно не убежишь от себя, от своего какого-то вот такого контекста. Вот этот контекст ты с собой заберешь, как мы видим, собственно, видим это по русской иммиграции нашей складывающейся, которая пытается сжечь мосты. Вот. И тут выбор встает, собственно, вот когда ты переезжаешь, допустим, у тебя есть выбор забыть просто все это и заниматься своей частной жизнью, карьерой, работой, личную жизнь как-то обустраивать. Ну и, в принципе, кажется, это логично. То есть ты вроде бы как спасся, убежал из какой-то трудной ситуации. По сути дела, из такой... Не оттуда, где идет война, тогда бы ты был беженец. Да? Вот разница между беженцами и мигрантами. А ты убежал оттуда, из той страны, которая ведет войну. Да? И вроде бы как бы ты начинаешь новую жизнь, ты не хочешь больше иметь с этой страной ничего общего. Такой вот выбор, он прагматичный, он жизненный. В принципе, так русская эмиграция сохраняет некую русскую культуру последние 100 лет. Последние 100 лет, да. И это традиция старая, нормальная, накатанная дорожка, так сказать. Вот. Но она почему-то присуща исключительно русской культуре. Это вот манера развиваться почкования в других странах. Ну, почему нет? Мигранты из Швейцарии не эмигрируют, потому что Швейцария не ведет войн, да, там все как-то очень так спокойно, размеренно. Но люди едут туда, где хорошо. Нормально же это логично. Ты выбираешь себе место, где тебе будет комфортнее, где у тебя будет ощущение безопасности, где ты можешь
воспитывать детей нормально, без опасения, что с ними что-то случится, что их там заберут на войну. Но можно еще деятельность бурную развивать. Например, волонтерство. Вот отличный вариант. Да? Тоже русские приезжают. Я приехала в Берлин, помню, весной, и я тоже включилась в волонтерскую деятельность. Ну, не то чтобы совсем активно, потому что я все-таки с работой это совмещала, это трудно. Но потому что это тоже работа такая на полный день. Но все приличные русские люди были в то время, кто был в Берлине, были на вокзале. Так же, как и в Варшаве, и в других городах, через которые проезжали беженцы, им нужно было помогать. И там нужны были русскоязычные люди. Вот где русский язык был по-настоящему нужен и востребован тогда. Не в Фейсбуке. Был украинский язык востребован. Ну, и украинский тоже, да. Да. Ну, и русский тоже. Так что такая деятельность. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что с нами будет через год и через 10 лет? Через год будет, наверное, все плохо, а через 10 лет, может быть, и будет и все и хорошо. Но, не знаю. Тогда как об этом периоде будут писать через 100 лет? А через 100 лет будут писать о том, что имперский проект Российской Федерации подошел к своему бесславному концу. Но, может быть, этот бесславный конец перерастет в какое-то славное начало. Вот чего бы хотелось. Но это будет уже другая глава. Да, ну вот другая глава это еще уже часть книги. Можно одновременно сразу писать несколько глав. Вот можно плохую будет кто-нибудь другой писать, а я буду вот ту вот хорошую. Мне как-то больше по душе такие фантазии светлого будущего. Неважно, осуществятся ли они в реальности. Главное, чтобы они были. Главное, что у нас все еще есть на них право какое-то.